Привет! В прошлый раз я обещала рассказать о тех редких людях, которые прекрасно все о себе знают, которые видят свои слепые зоны. При этом им не нужно обращаться к моим коллегам. Это второй выпуск из серии «Сам себе психотерапевт», и сегодня мы поговорим о сверхспособности таких людей. Когда я еще училась в МИДе, я проводила свой отпуск летом на море в студенческом лагере. Вот стою на перроне, прощаюсь с родными. Грустно, конечно, расставаться, но одна девушка прощается так, что это вот невозможно не заметить. У нее бежит тушь по лицу, у нее размазана помада, лицо некрасиво красное, оно кривится в каких-то гримасах, она цепляется за своего молодого человека руками и ногами, кричит о том, как она будет скучать и тосковать без него. Мама у нее то ли щеки пунцовые от того, что за дочь стыдно, то ли у нее помада на щеках, у папы помада тоже на рубашке, сопли, слезы, там все вперемешку. Прощается с родными так, будто никогда их больше не увидит. И даже когда поезд тронулся, эта девушка, назовем ее Машей, прилипла щекой и грудью к стеклу и прям смотрела вдаль, в перрон, там прощалась со своими родными. В общем, полный Титаник, Армагеддон, трагедия. И было прям неловко, если честно, за нее. Это называется испанский стыд, когда тебе неловко за ближнего своего. Женщина, сейчас же прекрати свое мерзкое нытье. Более того, было совершенно непонятно, ну зачем тебе тогда уезжать, если ты так страдаешь? Когда краснота у Маши с лица спала, она умылась, стало понятно, что, несмотря на с внешностью девочки все-таки не очень повезло. И это удивительно, потому что парень у нее прям красавец-мужчина, коса сажень в плечах, высоченный, здоровенный, эталон просто внешности лицо. И кажется, ну как так? Как вот такая вот девочка, конечно, со своеобразным поведением умудрилась отбить его у всех конкуренток. Ну, явно этот альфа-самец был популярен не только среди Маш. Выручай, друже! Вроде ты жених мой, а я твоя невеста. Дальше в поезде она вела себя еще более удивительным образом. Прям 2 дня это была абсолютно показательная пай-девочка. Папина, мамина дочка, почти мужняя жена. Просыпается с молитвой, засыпает с молитвой, перед обедом, завтраком, ужином молится на образок. Казалось, у нее прям договоренность с Дедом Морозом. Вот как ты будешь вести себя в эти 2 дня в поезде, по итогам буду дарить подарки в конце года. Тем удивительнее оказалось, что когда мы приехали, Маша сблизилась с самой нашей отрывистой, оторвой девочкой Юленькой, и они прям ушли вот в загул. Я вынуждена это была наблюдать, просто потому что меня расселили с девочками в одну комнату. И вот 3 часа ночи, стандарт, дверь в стену, пьяные ноги заплетаются об порог, тело летит, сшибает по пути тумбочку, перегар, просто вот запах сигарет и алкоголя такой, что, кажется, тумбочка свалилась от этого запаха. Барышни, в общем, там валятся кто куда и громко обсуждают, как весело они провели свой там досуг. Алло! Алло! Как они развели там одного фотографа на 1500 фотографий. На цыгане девочки-медведи, в прямом смысле слова, медведи слизывали сгущенку с девочек. И вот все это очень бурно. И в процессе они там тут умываются, там раздеваются. И вообще, когда девочки наконец-то успокаиваются, ложатся спать, у меня звонит будильник, мне пора там по моим делам, там, да, море, завтрак, все дела. Вот, шикарно отдохнула, можно было никуда не уезжать. Маша производит на меня впечатление совершенно нецельной личности. Со мной она улыбчивая, приветливая, мне комфортно. С преподавателями она спокойная, такая взвешенная с воспитателями. С Юленькой это просто грубая и неженственная барышня совершенно. Никак вот я не могла ее раскусить. И тут она приходит ночью одна, падает на кровать, отвернувшись к стене, не раздеваясь, и рыдает до утра. С моим будильником вместе она просыпается, встает, умывается, одевается, идет со мной на завтрак, идет со мной на море, сидит со мной в песочке, перебирает гальку в волнах. То есть я, как будущий психотерапевт, изо всех сил сдерживаюсь. Прям очень стараюсь не задать вопрос, что же там у вас такое случилось. В какой-то момент Маша сама рассказывает, что вот Юленька завезла ее вместе со своим молодым человеком куда-то в центр курортного города погулять и, оставив Машу, усвистала в неизвестном направлении, не предупредив. Маша оказалась одна, без денег, посреди чужого города, ночью. Она сначала испугалась. Куда идти, что делать, куда бежать.
разозлилась, собралась силами, обратилась к местным каким-то там сотрудникам отелей, спросила, как ей добраться до нашего лагеря, и пошлепала через весь этот город ночью к нашему лагерю. Пока нашла, у нее было много времени подумать, и она решила, что больше дружить с Юленькой не хочет, и вот уже придя, она была в тоске, в печали, она грустила о потере подруги. Я к тому моменту уже была прям начитана психологической, психотерапевтической, научной литературы, ходила на тренинги, и меня поразило, насколько четко Маша называет свои эмоции. Вот я разозлилась, вот я испугалась, вот я загрустила. Но ничего себе, не каждый психолог или тренер так четко в каждый момент времени назовет то, что он переживает. И, между прочим, это очень непростой навык. Вот попробуйте, в следующий раз, когда вы ссоритесь, в этот момент ссоры назвать, вот произошло то-то, то-то, я по этому поводу переживаю злость. Ой, как я зла! Ух, как я зол, как я зол. Раздражение или грусть. Не обиду, нет. Обида – это всегда что-то вот замаскированное. За ней всегда стоит какая-то еще эмоция. Ну, конечно, за такую девушку молодой человек должен держаться. С учетом того, что современные барышни сами о себе ничего не понимают, и при этом, милый мой хороший, догадайся сам, а не догадался, то меня легко потерять, трудно найти и вообще иди спать на диван. Я вас разоблачила. Вам не нужна моя страсть. Убирайтесь вон. За такую девушку, конечно, будешь держаться. И мне с Машей в общении тоже вполне комфортно, именно потому, что ее вот это внутреннее состояние, оно совершенно соответствует внешнему. Это называется аутентичность. Даже эта сцена прощания. Вот насколько у нее внутри был раздрай, настолько оно внешне все как бы и проявляло себя. Я думаю, что же она такое фееричное читает? Маш, поделись богатством, что ты такое интересное читаешь, что вот настолько ты продвинута в этом. Если честно, со вздохом таким тяжким говорит мне Маша, я прям черной завистью завидую людям, которые читают книги. Вот смотрю на тебя и прям зависть скручивает. Я не могу двинуться дальше первой страницы, не могу читать ни художественную литературу, ни научную, ни журналы. В лучшем случае какие-то конспекты лекций по теме, которые вот мне надо сдавать. Ну как же ты, говорю, так? Как ты сочинение в школе писала? Оказалось, у Маши очень начитанная мама, которая классику читает, перечитывает. По пересказам мамы Маша и писала свои сочинения. Я говорю, ну как же так? Как же ты тогда дошла до такой степени продвинутости? Она говорит, у меня прям такой прокачанный крестный, такой классный, такой вот прям высокодуховный, постоянно в поиске, он постоянно читает, работает над собой, занимается духовным ростом. И он мне вот прям с самого детства объяснил, Маш, эмоции – это прям основа всего. Основа счастья в жизни и богатства твоего внутреннего и внешнего. И научил меня понимать, что я чувствую, когда я чувствую, и говорить об этом прямо, открыто, переживать свои чувства и эмоции. Действительно повезло, думаю я, такой вот прям всем бы такого крестного, что называется, потому что метода себя еще и не раз оправдала. Ну вот самый такой яркий пример. Юленька подошла к Маше, попросила у нее прощения, хотела с ней подружиться обратно. Но Маша сказала категорично нет, я с таким человеком дружить не собираюсь. И Юленька стала сближаться с другими девочками. Как-то они пошли на дискотеку, девочки попросили Юленьку присмотреть за сумками. Та говорит, конечно, не проблема. Пошли танцевать. В это время Юленька со своим молодым человеком опять усвистала в неизвестном направлении, никого не предупредив. Девочки, потанцевав, возвращаются довольные и счастливые. Стол стоит, сумки стоят, как говорится, сундуки стоят открыты, минус 40 тысяч рублей, как не бывало. В итоге девочкам даже пришлось на обратный путь на еду занимать деньги у преподавателей. Ну, иначе им просто было бы нечего кушать. Когда я стала психотерапевтом, я по-новому оценила навыки Маши. Это прям реально сверхспособность. Она легко удерживает рядом нужных людей, легко расстается с ненужными людьми. Маша не заболеет гипертонической болезнью, язвой желудка, остеохондрозом. Она точно не потеряет все свои деньги на бирже. Маша живет сейчас в Италии, счастлива замужем, у нее 3 детей, успешный бизнес. Вот вроде бы такой простой навык. Назови правильно свои эмоции. Ты даже можешь ничего не читать. Ты можешь не уметь читать, и все равно ты будешь успешен и результативен в жизни. В чем же сила этого навыка? Как он работает? Об этом поговорим в следующий раз.